Друзья, с нами сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Михаил Юрьевич Алексеев. И сегодня у нас пойдет тема нашего разговора, нашего подкаста об образовании и искусственном интеллекте. Михаил Юрьевич, наверное, такой главный вопрос, и, наверное, он затрагивает огромное количество студентов. Как вообще сейчас люди начинают свое образование, как они собираются проходить свое образование вместе с искусственным интеллектом? Есть ли какое-то влияние, есть ли уже какие-то решения в области образования, как его будут внедрять, либо его будут запрещать? На ваше усмотрение, на ваш опыт, что вы думаете? Я думаю, прежде всего, что искусственный интеллект, он раньше всего освоен самими обучающимися студентами, которые используют его для того, чтобы облегчить себе выполнение различного рода домашних заданий и упражнений, которые дают преподаватели. И мне кажется, здесь обучающие возглавляют этот процесс. К сожалению, профессорско-преподавательский состав, он, если можно так выразиться, отстает на полкорпуса, плетется в хвосте развития событий. У меня такое видение. Ну, если даже сравнивать с иностранными университетами, тем же самым MIT, у них есть государственные программы, поддержка, что нужно внедрять искусственный интеллект, в принципе, в систему образования. Это такой будет тренд, который задали Штаты, или, в принципе, сейчас все университеты в разных странах пытаются внедрить искусственный интеллект в систему образования. Либо это все-таки какая-то такое новшество, на которое люди вот смотрят со стороны и еще не приняли решение. Знаете, у меня ограниченное знание по поводу международного опыта, но что касается нашей стороны, я пока не вижу такого мощного импульса со стороны Министерства науки и высшего образования э, для того, чтобы систематически, системно внедрять такие технологии, как искусственный интеллект систему образования. Может быть, я, конечно, чего-то не заметил, но пока, мне кажется, здесь нет какой-то большой активности. Ну, тогда студентам вы вот что посоветуете делать? Сейчас использовать, изучать искусственный интеллект? Или, в принципе, вот по вашему мнению, это тренд на какой-то короткий срок времени, или это все-таки долгосрочная технология, которая останется с нами, ну, на несколько десятилетий? Михаил, скорее последнее. Я думаю, что эти технологии, они с нами всерьез и надолго, поэтому их нужно, во-первых, изучать, во-вторых, нарабатывать опыт их использования. И, конечно, я бы посоветовал студентам знакомиться с этими технологиями, пытаться их как-то внедрять, но очень вдумчиво и очень критически, и если даже хотите, скептически относиться к тому, что делается в этой области. Надо помнить, что искусственный интеллект, он не может заменить свой собственный естественный интеллект, и какие-то упражнения надо делать самим, да, какие-то задания надо выполнять самостоятельно. Это очень важно. То есть больше это какой-то как ассистент или помощник, или все-таки мы переходим в момент, когда искусственный интеллект, возможно, станет и профессором, и учителем, и репетитором по каким-то темам, или все-таки это какой-то инструмент, чтобы помочь сделать там домашнее задание, какой-то реферат, в зависимости от учебного заведения? Ну, прежде всего, искусственный интеллект — это предмет для изучения. Да, это предметная область, большие языковые модели, нейросети, особенно те, кто занимается компьютерными науками, информационными технологиями, они знакомятся с искусственным интеллектом с этой стороны. Но есть большая армия пользователей, потребителей, которые могут даже не иметь ни малейшего представления о том, как эти технологии устроены внутри, но они пользуются их возможностями. И это тоже достаточно уже большой круг людей, как я уже говорил, главным образом это сами обучающиеся. Мгм. То есть я бы начал бы, наверное, разговор именно с начального уровня образования, со школ, с детей, потому что в какой-то момент они очень быстро осваивают технологии, они сейчас все сидят в различных там соцсетях, естественно, они пользуются искусственный интеллект.
Влияет ли вот на ваше усмотрение искусственный интеллект на их сознание уже сейчас? Потому что они очень быстро все воспринимают, принимают решения, и дети общаются с искусственным интеллектом уже сегодня. Но я не знаком, честно говоря, с какого времени школьники начинают использовать такого рода технологии, но, безусловно, можно сделать достаточно уверенно предположение о том, что эти технологии отражаются на их и умственном развитии, и на их способностях, и на их навыках и компетенциях. И здесь, мне кажется, terra incognita, то есть такое неизвестное пространство, и надо очень внимательно изучать вот этот вот первый опыт, который сейчас накапливается, потому что он может быть как положительным, так и иметь очень много негативных, отрицательных последствий. То есть это такой больше научный подход. Школы должны какую-то брать аналитику, скорее всего. Или уже, в принципе, я понимаю, что, наверное, продуктов готовых даже для школьных учреждений не так много, только все развивается, но запрещать, получается, не давать возможности детям развиваться, да, вот там делать какие-то там домашние задания, узнавать мир. С другой стороны, это, возможно, приведет к деградации. Люди совершенно перестанут думать, потому что можно нажать две кнопки и получить уже хороший ответ, даже такого профессорского уровня. Ну, знаете, я думаю, что это скорее один большой вопросительный знак, который стоит перед всеми, и перед теми, кто регулирует систему образования, и перед теми, кто занимается обучением и преподавательской деятельностью, и перед теми, кто обучается, и даже перед родителями. И, ну, как всегда бывает, конечно, есть какие-то горячие сторонники, энтузиасты, внедрения той или иной обучающей технологии или просто технологии на учебный процесс. Дальше их опыт, он или распространяется, или отвергается. Но мне кажется, здесь столько вопросов, столько непонимания, что напрашивается, наверное, потребность какого-то обмена мнениями и создания площадки для обмена мнениями, потому что нужна выработка какой-то, ну, если я могу так выразиться, единой государственной политики в области использования искусственного интеллекта или единых стандартов, или какой-то, может быть, по крайней мере, хорошей практики, которую можно было бы рекомендовать для внедрения в учебный процесс. Мгм. Ну, я вот являюсь родителем, у меня ребенок ходит во второй класс, и проблема заключается в том, что когда мы разговариваем с другими родителями по поводу искусственного интеллекта, да и вообще, в принципе, о социальных сетях, их влиянию, кто-то полностью запрещает, кто-то разрешает, кто-то находится посередине. Вот с вашей точки зрения, может быть, какого-то с вашего опыта, вы знаете, либо порекомендуете, что вот делать родителям в данный момент? Разрешать им пользоваться искусственным интеллектом, давать возможность детям обучаться, или все-таки нужно придержать, подождать, пока выйдут какие-то главные новости, либо, как мы сказали, может, какие-то научные отчеты? Вот что вы думаете по этому поводу? Михаил, проблема в том, что мы очень мало знаем про искусственный интеллект, его воздействие на у детей, на учащихся, его возможности. И здесь, наверное, все-таки можно рекомендовать следовать медицинскому принципу «не навреди». Классика жанра, школьники, студенты, учащиеся должны овладеть какой-то программой, получить свой минимум знаний. Да, сейчас говорят, что, может быть, существенная часть этих знаний им уже в новой жизни не пригодится, но очень важно, чтобы искусственный интеллект вообще не разрушил все то, что есть сейчас на данный момент. Слава богу, пока вот, как говорится, угрозы того, что все будет до основания разрушено, нет, но основы могут начать размываться и потихонечку демонтироваться, да, поэтому очень важно, чтобы школьники получали тот багаж знаний, навыков и компетенций, которые они должны получить в полном объеме, а уж потом, сверх того, возможно, начинали знакомство с какими-то новыми технологиями. Мгм. Ну вот, к примеру, на своем опыте я учился в одном из лучших лицеев в свое время, но я прям понимаю, что
проблема образования именно, скажем, в городах, в регионах, она существует уже давно, что у разных школ разный уровень подготовки, разные учителя. Искусственный интеллект, он может как-то выровнять эту проблему, как-то помочь детям получать в равных вот долях ту информацию, то образование, которое они должны получить. Михаил, я бы рассматривал, наверное, искусственный интеллект скорее как не кольт, который великий уравнитель, как мы знаем, да, а как скорее инструмент, который позволяет каждому получать по своим запросам, по своим способностям, который позволяет выстраивать то, что называется индивидуальной траекторией обучения. Искусственный интеллект может понять, насколько школьник, учащийся, студент хорошо усвоил ту или иную часть учебного процесса, программы учебной. И если есть какие-то отставания, какие-то зоны развития, он может помочь вот эти вот слабые места ну, каким-то образом компенсировать и подтянуться до какого-нибудь хорошего среднего уровня, а может быть и вообще до уровня самых лучших учащихся других. Поэтому я думаю, что да, в этом плане он, конечно, может и выравнивать, то есть подтягивать людей до какого-то, так сказать, ну, приемлемого, разумного, хорошего уровня. Но главное все-таки это возможность выстроить какую-то свою собственную индивидуальную траекторию обучения, по своему пути пойти. Вот получается, что учителям и профессорам тоже искусственный интеллект, по идее, нужен, чтобы намного, можно быстрее, лучше анализировать работу студентов? Или все-таки вы думаете, что профессора должны индивидуально, да, и учителя индивидуально оценивать Нет, каждого? вы здесь абсолютно правы. Тут открывается огромнейшее поле возможностей для того, чтобы понять, на каком уровне сейчас находится тот или иной человек, молодой учащийся. И здесь огромное поле возможностей. И я думаю, что профессорско-преподавательский состав должен уметь пользоваться. Но здесь нужны опытные методологи, которые собственно, и организуют все технологии соответствующие, потому что будет, наверное, неправильно, если каждый будет изобретать свой велосипед, пытаться что-то конструировать самостоятельно. Здесь нужно накопление какого-то общего багажа знаний и распространение этих знаний и опыта уже по всей системе. Мгм. То есть, по сути дела, в будущем мы можем увидеть какого-то и агента, какого-то профессора, либо учителя, миллион учеников, которые к нему подсоединятся и могут с ним как-то коммуницировать, да? И, наверное, подача вот этого профессора той либо иной информации может помочь многим студентам, да, вот подтянуться. Это один как из вариантов. Или все-таки вы думаете, что будут более сложные продукты в искусственном интеллекте? Но мы знаем, что искусственный интеллект может то, что называется, глючить, поэтому если мы ему доверяем такое важное дело, как обучение и то, чтобы он выступал в роли обучающего, то тут нужно, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Его нужно очень тщательно проверить, чтобы никаких искажений знаний не было, чтобы он учил реально тому, что нужно, а не фантазировал и не придумывал какие-то несуществующие вещи. Но, безусловно, если все будет верифицировано и он будет хорошо справляться со своей работой, то, возможно, его использование как какой-то, ну, возможно, параллельной альтернативы преподавателю. Какое будет место преподавателя в будущем учебном процессе, мне крайне сложно сказать. Я не думаю, что можно будет полностью устранить человека из системы обучения. Я имею в виду наставника, преподавателя, педагога. Скорее, искусственный интеллект и такого рода технологии могут быть помощниками профессорско-преподавательскому составу, но не теми, кто полностью вытеснит и заменит его. Мгм.
Ну, я вот даже хотел бы спросить про среднюю школу, когда люди уже идут в лицей, скорее всего, получают какое-то профильное образование. И мы говорим о том, что если они будут работать с искусственным интеллектом, возможно, уже даже дети, да, там мы говорим про там 14-15 лет, могут сделать какое-то научное открытие, используя искусственный интеллект. Даже, возможно, сами этого не осознавая, работая с ним постоянно. Это, в принципе, конкуренция университетам или все-таки, если будем контролировать искусственный интеллект, то мы как-то сможем выработать какие-то правила, как его использовать на каких-то уровнях. Вот как вы думаете? Потому что я вот учился с очень умными людьми и детьми талантливыми, и они, в принципе, если бы у нас тогда был искусственный интеллект, они могли сделать какие-то научные открытия. Я, тем не менее, не думаю, что можно полностью заменить и совместное обучение, и радость живого непосредственного прямого человеческого общения, как между учениками, так и между преподавателями и обучающимися. Но, в принципе, конечно, если научиться правильно и грамотно использовать эти технологии, то можно предположить, что кто-то из учащихся, а может быть совместно с педагогами, сделает какие-то, ну, если не выдающиеся научные открытия, то, по крайней мере, интересные умозаключения, результаты, получит какую-то интересную информацию или сможет сделать некие оригинальные выводы, и это будет здорово. Но здесь мы только находимся в самом начале пути. Ну вот, если даже говорим про самое начало этого пути, вот буквально 3 года назад казалось, что ничего не существует, да, что, ну да, там есть чат GPT. Спустя там 3 года, да, особенно последний год, мы видим столько много инноваций. Иногда, мне кажется, компании сами не осознают, что они изобретают, какой монстр, да, либо, не знаю, какой-то ангел, наверное, да, этот есть искусственный интеллект, потому что вроде много можно и хорошего сделать, и много и плохого с ним. М, Как вы думаете, как быстро вообще может влияться вот это влияние искусственного интеллекта осуществиться вот в системе образования? Но мы видим, что действительно все процессы разворачиваются очень стремительно, и иногда даже нашего собственного опыта, наших знаний не хватает для того, чтобы осознать, осмыслить, оценить все то, что происходит. Вполне возможно, ну, по крайней мере, я про себя говорю, что мы не совсем компетентны даже судить о каких-то вещах, потому что многое за кадром остается, многого мы реально не знаем, и у нас мизерный, очень ограниченный багаж знаний в этой области. Поэтому, мне кажется, все, что касается практики использования таких технологий, как искусственный интеллект, нейросети, надо обязательно накапливать, делиться этой практикой, делиться опытом и анализировать его, совместно делать какие-то выводы и разрабатывать общие какие-то методические, методологические подходы, как это можно внедрять уже в широкую массовую практику. То есть, можно сказать, что искусственный интеллект поможет как-то улучшить самообразование, потому что у всех разная скорость, абсолютно по-разному люди воспринимают информацию. Кто-то любит утром, да, учиться, кто-то любит вечером, кому-то нужно вот поучиться понедельник, вторник, среда, четверг, кому-то наоборот. Вот это персональное, индивидуальное образование, это уже сейчас, это сегодня, или оно, в принципе, уже было как-то раньше? Но мы знаем, что искусственный интеллект может заменить поисковые системы, такие как Google или Яндекс, и в этом смысле он приносит не просто набор каких-то ссылок, статей, которые еще надо прочитать, осмыслить, систематизировать, синтезировать, а он уже дает, если можно так сказать, чистое препарированное знание, которое можно потреблять. И в этом смысле он, наверное, может считаться как некая обучающая система. И, возможно, кто-то использует, и невозможно, а точно использует эту систему для того, чтобы накапливать свой багаж знаний или экспериментировать, или вообще создать такую систему, при которой он будет иметь возможность на интересующие его вопросы, разные совершенно вопросы, получать
какого-то рода ответы. Так что да, да, и еще раз да, искусственный интеллект может рассматриваться как обучающая технология. Мгм. То есть, а в подготовке вот к ЕГЭ, к примеру, его можно использовать или пока нет такой рекомендации, да? Вот мы говорим про репетиторов. Вообще, в принципе, многие готовятся к ЕГЭ вместе с репетиторами, усиленно, с учителями, но не у всех есть такая финансовая возможность. М, э, Есть ли смысл вообще вот в эту сторону смотреть? Но я бы оставил вопрос несколько по-другому. Вот мы знаем, что ЕГЭ это система контроля за знаниями, которая имеет свои некоторые сильные стороны, но имеет и массу недостатков. И сейчас контроль знаний другими средствами показывает, что, конечно, очень много и минусов. И идет даже какая-то, в общем, деградация человеческого капитала в связи с использованием ЕГЭ. Поэтому я бы ставил вопрос, наверное, таким образом, что, может быть, технологии, связанные с искусственным интеллектом, их тоже надо как-то пытаться попробовать использовать для контроля знаниями. И я бы ставил вопрос таким образом, что, может быть, надо на их основе создать какую-то альтернативную систему контроля, которая бы заменила ЕГЭ и была бы более совершенной, может быть, с участием человека, я не знаю. Но здесь есть тоже огромное поле для того, чтобы подумать и что-то такое попробовать создать. Мгм. Ну, давайте представим студента первого курса. Он до искусственного интеллекта, он выбрал учебное заведение, он уже нацелен на какую-то профессию, он, в принципе, счастлив, он понимает, какое будет у него будущее, и вот выходит искусственный интеллект. И, возможно, его профессия исчезнет, возможно, его профессия станет уже другой. Но университеты сегодня, наверное, на мой взгляд, это мой личный взгляд, не готовы сказать, что будет через 4 года. Именно вот с этой вот профессией. Что вообще ему делать? Вы знаете, никто не готов сказать, что будет не то, что через 4 года, а может быть через год, два или три. Поэтому, ну, наверное, единственное, что можно посоветовать, это стремиться быть в курсе новых технологий, новых трендов, новых решений и самому что-то пробовать, нарабатывать какой-то свой положительный, отрицательный, неважно какой, но опыт, и этот опыт, наверное, он и будет одним из самых главных как говорится, ресурсов, которые учащийся может использовать и на которые он может опираться в дальнейшем. То есть, в принципе, вы рекомендуете все-таки смотреть на то, что сейчас происходит в мире, да, то есть пробовать различные технологии, смотреть, как их можно применять, возможно, в обучающем процессе, возможно, в своей будущей профессии. М, Если, может, чем-то вы уже пользовались, да, вот, может быть, какой-то у вас есть был хороший опыт с искусственным интеллектом, либо, наоборот, негативный. Ну, вы знаете, я, наверное, ничем не отличаюсь от других коллег и в этом плане. Я пробовал GPT 4 я пробовал какие-то другие системы О1 или там О3 мини. Я получал некоторые результаты. Какие-то результаты меня изумляли, какие-то радовали, какие-то э, ставили больше вопросов, чем ответов. Но я вижу, что это, конечно, очень бурно развивающаяся технология, постоянно совершенствующиеся решения, которые позволяют делать ну, многие вещи быстрее, эффективнее, четче. И я думаю, что со всеми этими технологиями надо знакомиться и учиться их использовать. То есть вот на ваше усмотрение вот искусственный интеллект, да, там, ну, разные модели, допустим, на сегодняшний день это какая-то большая, огромная энциклопедия, это книга. Вообще, что это, как вы думаете? Нет, я думаю, что это скорее большие языковые модели, которые хранят связи, которые накоплены годами на основе препарирования каких-то текстов или информационных ресурсов, которые до этого выработало человечество классическими способами.
и которые очень умело выдают некоторые ответы на некоторые запросы, но иногда это то, что называется пальцем в небо, иногда это в десятку. Вот. И здесь нужно не слепо доверять тому, что эти системы нам расскажут и покажут, а все-таки критически их перепроверять. Мгм. Вот мне довелось прочитать несколько книг с помощью искусственного интеллекта. И я понял, что книги, которые больше, скажем так, даже не про психологию, а про какие-то вот, допустим, лидерские качества, какие-то персональные качества, да, они, в принципе, все об одном и том же, но написаны разными словами. М, э, Вот это такой мой личный опыт. Возможно, я чего-то еще не прочитал, но я использовал искусственный интеллект. Там, сделай выводы по этой книге. И очень часто я находил абсолютно одинаковые результаты. Единственное, что книги, написанные в разных исторических эпохах, да, там в разные годы, да, существования тех либо иных государств, вот некоторые критерии менялись. Вот у вас был ли опыт именно по работе вот с книгами, с информацией именно об истории? Ну, я думаю, где уже сейчас можно достаточно эффективно и продуктивно применять искусственный интеллект, это составление различных аннотаций и выжимок из книг. Мне кажется, что практически доказано, что продвинутые большие языковые модели могут делать аннотации и выжимки, если правильно составлены запросы, очень качественно. Соответственно, можно уйти от больших затрат времени на то, чтобы читать какую-то книгу целиком. И если нужно составить самое общее начальное представление вообще, о чем идет речь, какие основные выводы и заключения, то это очень, наверное, хороший инструмент. Он также позволяет привести разные публикации, искусственный интеллект, к единому знаменателю, и тогда действительно всплывает некая новая правда о том, что иногда люди говорят банальные вещи, они говорят об одном и том же, иногда разными словами, в разной стилистике, но ключевые мысли плюс-минус часто совпадают. Хотя есть очень много оригинальных авторов, которые выдвигают свои, собственно, оригинальные, не знаю, теории, концепции и другие подходы формулируют очень оригинально. Но много и повторяющегося. Вот искусственный интеллект, он может, наверное, помочь выявить то, скажем так, самое важное, что повторяется из одной публикации в другую. Ну, то есть извлечь, как говорится, сокровенное знание, да, из книги. И в этом, наверное, уже сейчас можно усмотреть его большую практическую пользу. Хотя говорю, что вот такого рода составление выжимок, оно никоим образом не заменяет собой чтение хорошей книги. Скорее всего, искусственный интеллект помогает нам ориентироваться в обилии публикаций вот в этом вот книжном мире, и он помогает найти ту единственную и неповторимую публикацию, которая вам нужна здесь и сейчас для решения конкретной задачи, или помогает найти лучшую публикацию из всех возможных. Здесь, я думаю, да, от него несомненная практическая польза. Ну, тогда, в принципе, написание книг сейчас уже не востребовано или все-таки так преждевременно говорить? Ой, ну если человечество разучится еще и писать, то я не знаю, что будет дальше. Поэтому, да, соблазн велик попросить искусственный интеллект за себя написать книгу, текст, научную статью, эссе, курсовую, дипломную работу. Но тогда, я боюсь, процесс деградации пойдет очень быстро. Поэтому, конечно, люди должны учиться сами писать и получать соответствующий опыт, но при этом, мне кажется, искусственный интеллект и вот языковые модели надо использовать для того, чтобы помогать делать какую-то черновую работу, препарировать какой-то первичный материал, какую-то базовую информацию, и уже дальше на этой основе
можно самостоятельно делать какие-то собственные выводы и умозаключения. Мгм. Так тогда получается, что, возможно, не книги у нас будут, допустим, сейчас же все книги, много книг переведены в аудиоформат, к примеру, да? Может быть, много как бы вот эти книги переведутся в какие-то чаты GPT, где они смогут существовать, анализировать информацию, можно будет по ним задавать различные вопросы. То есть сам формат книги, сам формат знаний перейдет в некий другой формат. Ну, я думаю, что текстовый формат книги или классический формат книги, он никуда не исчезнет, но он может быть просто разбавлен и дополнен множеством других форматов. Это может быть действительно и аудио-версия книги, это может быть какой-нибудь и презентационный формат, это может быть и ролик, это может быть и какой-нибудь summary различной степени подробности. Так что можно говорить о какой-то, ну, скажем так, вариативности форматов представления исходного информационного ресурса. Мгм. Это возможно. Знаете, я вот не могу удержаться, мне кажется, мне нужно задать вопрос по экономике. Что вообще, как, что будет с миром? Искусственный интеллект забирает работы. Мы видим эти новости, которые приходят каждый день. Я смотрю сводки, те профессии исчезли, там людей не добрали, здесь искусственный интеллект заменил. И вообще на ближайшее время экономика будет, по вашему мнению, расти или все-таки падать? Ну, знаете, мне кажется, это неблагодарное занятие делать прогнозы на какие-то значимые большие временные горизонты. Что будет, ни один мудрец не может сказать, что будет происходить дальше. Очень много всяких событий. Ну, безусловно, искусственный интеллект значительную часть людей оставит без работы вот в привычном понимании этого слова. А в то же время он создаст какие-то новые рабочие места и новые возможности. Чего будет больше, новых возможностей или потерянных рабочих мест, сейчас однозначно сказать сложно. Я бы сказал только одно, наверное, единственное, в чем можем быть уверены, в том, что мы ни в чем не можем быть уверены, что объем неопределенности, он будет резко возрастать. Мы будем жить в мире, где мы не будем понимать вообще, что происходит, как происходит, где сложнее и сложнее все будет прогнозировать последствия наших действий, тренды развития. То есть мы вступаем в какую-то совершенно неизведанную территорию. Ну, это не похоже на золотую революцию, скорее всего. Там, в принципе, все было известно, да, что робот или там заводы заменяет ручной труд. Тут совершенно непонятно, что будет дальше. Мы сталкиваемся с каким-то совершенно непонятным феноменом, и нам требуется, наверное, какие-то экстраординарные усилия для того, чтобы сохранять в здравом уме, в твердой памяти свой рассудок, не подвинуться этим, как говорится, рассудком, да, и трезво оценивать происходящее, хотя бы хоть как-то составить общее представление о том, в каком хотя бы примерно направлении мы идем. Ну, вот так вот вопрос стоит. То есть, в принципе, будущее наше не предопределено. Это впервые мы с Абсолютно. таким сталкиваемся, и это достаточно тяжело, начиная вот от детей, родителей, вот, студентов, люди, которые уже сейчас работают на рабочих местах, что будет в медицине, что будет в науке, мы ничего не знаем. Единственное, что только получается, мы понимаем, что нужно все-таки учиться, стараться где-то внедрять, делать какие-то выводы. Может быть, что-то еще вот посоветуете, да, вот в обычной жизни, да, искусственный интеллект, вот, может ли он создавать вот эту вот музыку, да, может ли он создавать картины, хотя вроде бы иногда то, что он создает, это поражает. И то, и другое, и третье. И музыка, и картины, и фильмы, и какие-то еще, возможно, новые формы творчества. Может, он будет делать скульптуры, если 3D-принтер к нему подключить, и много чего другого. А вопрос, какова художественная, там, научная, там, познавательная ценность этих продуктов, это большой вопрос. Не будут ли они симулякрами, не будут ли они девальвировать то, что создается трудом человека, вообще, как это все будет выглядеть. Ясно то, что ничего не ясно. Понятно. Вот, ну, тогда у меня будет следующий вопрос, он будет касаться больше образования уже по какой-то узкой специализации, грубо говоря, если мы говорим про медицинский университет, вот вы связаны с университетом экономики.
в уже, я понимаю, что как-то студенты пытаются внедрять, профессора пытаются на это все дело смотреть с другой стороны. Как вообще, вы видите вот возможное развитие искусственного интеллекта вот в университетах? Что может быть? Что это нужно какие-то консилиумы собирать, это нужно бить в тревогу, либо нужно сесть спокойно поговорить, как мы будем его вообще интегрировать, будем ли мы его интегрировать, какие-то правила сделать обучающие. Вот есть ли какое-то вот, возможно, видение хотя бы на ближайшее будущее? Ну, мне кажется, что внедрению искусственного интеллекта в учебный процесс очень сильно бы способствовала цифровизация учебного процесса. Я имею в виду перевод книг из бумажной формы в электронную, раз. А во-вторых, создание таких систем, которые позволили бы в реальном режиме времени контролировать, какой объем текста и какого текста или изображений, или формул, когда и с каким результатом потребил тот или иной учащийся, с чем он знакомился. Ну, то есть мы должны в идеале получить, скажем так, полный контроль над его умственной деятельностью и большие данные о вот этой вот умственной деятельности и учебном процессе в широком смысле этого слова анализировать и, возможно, направлять и каким-то образом оптимизировать этот учебный процесс. То есть нельзя, например, внедрять технологии искусственного интеллекта в учебный процесс, если сам учебный процесс ведется старыми формами и методами. Я с трудом могу представить, когда, скажем, как раньше это было, преподаватель встает за кафедру, начинает с листа читать какой-то текст, а студенты сидят и в тетрадках ручками записывают конспекты, а потом приходят домой, читают бумажные книги и что-то отвечают там во время семинарских занятий, да, на какие-то вопросы. Собственно, информация, которая дается студентам, должна уже быть в электронном виде, и мы должны четко видеть, кто с какой информацией, в какое время и с каким результатом для себя познакомился. Да, очень интересно. Вот мне, как вы думаете, что бы сказал Ломоносов, узнав, что есть такая технология? М, Ну, вы знаете, я не уверен, что он бы был способен сходу, по крайней мере, сразу вообще осознать, что происходит и на какой планете он приземлился. Наверное, бы это точно он бы очень удивился. Возможно, он бы чему-то обрадовался, а возможно, что-то бы его испугало. Но, во всяком случае, это настолько непривычно, настолько вот, выходит за рамки от того старого классического мировосприятия и сознания, я думаю, что он был бы шокирован. Он был бы шокирован. Да, я вот до сих пор думаю, искусственный интеллект, он был создан до вообще вот этих вот лет, и нам только сейчас его открыли, потому что сейчас некоторые компании начинают говорить, что они уже знали, что будет задолго. Вот на ваше усмотрение, это какая-то технология, которая уже вот вышла как бы в готовом виде, да, но компании, государства некоторые знали, что она существует, или все-таки это прям действительно какой-то ноу-хау, удачи и случая получилось вот найти некий первый алгоритм, который начал хорошо работать. Михаил, к сожалению, я ничего про это не знаю, у меня нет никакой информации по этому поводу, и я не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще. Мгм. Хорошо. Ну, тогда на такой заключающий вопрос. А, Представьте, что вы там президент всего мира, там вот у вас люди, а, скажем так, и они вот получили эту технологию искусственный интеллект. Вы бы ее запретили бы, либо ее бы разрешили? Вот какой бы был бы ваш вот посыл? Я думаю, ни того и ни другого. Мне кажется, это очень однобокое такое представление, что есть бинарная какая-то модель поведения, запретить или разрешить. Я бы все-таки попытался выделить наиболее квалифицированных экспертов, специалистов, попытался бы объединить их, попытался бы создать некий, ну, если можно так сказать, консилиум людей, которые бы знакомились с этим феноменом и
пытались всесторонне исследовать, что можно получить хорошего, какие негативные последствия. Может быть, я вовлек бы и достаточно широкую аудиторию именно в изучение этого феномена, организовал бы какую-нибудь широкую общественную дискуссию и, получая шаг за шагом какие-то определенные выводы, уже затем старался эти выводы облечь или в форму какого-то регулирования, или каких-то советов, или каких-то методических рекомендаций. Ну, а может быть, где-то и в формат каких-то запретов, потому что здесь мы еще не коснулись этой темы. Стоит какое-то безумное количество этических проблем, да, мы сейчас об этом, наверное, говорить не будем и не надо, но это очень тоже сложно. Этика, связанная с искусственным интеллектом, это все тоже очень-очень сложно. В общем, мы вступаем в какой-то совершенно новый, неизведанный мир. Мир, с одной стороны, интересный, с другой стороны, опасный. Мир тревожный, мир, где все не так, как было до текущего времени. Ну, мне кажется, это неизбежный процесс, никуда мы здесь не денемся, и нам надо как-то самим адаптироваться, приспосабливаться к этой новой реальности, чего я и всем желаю. Мгм. Друзья, благодарю Михаила Юрьевича Алексеева за этот подкаст. Наверное, в следующем подкасте мы сможем углубиться в каждую тему, да, раскрыть все детали, но уже даже на сегодняшний день у нас очень много информации. Подписывайтесь на канал, у нас будет еще много новых подкастов с очень интересными людьми. Всего всем хорошего, до свидания.